上钩了！不能去。他的魂力怎么不受我的武魂的影响？ Пока мы в ожидании перезапуска финала Боевого континента, вторая часть радует нас интересными сериями. Хо Юйхао всех удивил на экзамене, не только своими кольцами, но и невероятным духом Ледяной Императрицы. За него начали бороться на собрании павильона Морского Бога. Эти встречи всегда были особенными и созывались только в чрезвычайных ситуациях. Павильон Морского Бога располагался в самом сердце острова Морского Бога. Он был самым важным местом в Академии Шрека, так как в нем находился зал освящения. Помимо этого, здесь находилось еще несколько сокровищ, неизвестных никому. Все члены павильона Морского Бога – величайшие мастера континента. Только деканы и заместители деканов отдела боевых духов и отдела инструментов, а также старейшины, имели право принимать участие в этих собраниях. Две стороны хотели заполучить Хо Юйхао, однако глава все порешал. Стоит сказать, что человек на кресле был настоящим главой Академии Шрека, а также мастером павильона Морского Бога. Его слово считалось абсолютом в Академии. Даже такие старожилы, как старейшина Линь и старейшина Сюань, были ниже него по статусу. В прошлом не было ни одного человека, который осмелился бы возражать против его решений. И это никто иной, как Муэн, титулованный 99-го ранга. Все мы частенько видим его отдыхающим на кресле возле общежития учащихся. Он предложил обучать Хо Юйхао сразу на двух ветвях, и в отделе духов и механики. Вскоре после этого Хо Юйхао получил известие от Ван Юя. Академия решила, что он одновременно будет основным учеником и отдела боевых духов, и отдела духовных инструментов. Благодаря этому он стал первым человеком в истории Академии, который является ключевым учеником обоих отделов. После этого Хо Юйхао отправился сдавать экзамен на продвижение в отдел духовных инструментов. Оценка заключалась в битве между учениками, но противниками Хо Юйхао были сразу 3 ученика. Фан Юй предъявляет к нему очень высокие требования. В то же время он также хочет увидеть реальные боевые способности Хо Юйхао. Он победил 3 мастеров 2-го уровня 1 против 3, снова шокировав всех. Результат был выше ожиданий учителя. Он выбрал Хо Юйхао в качестве замены Хэкайта для участия в программе экстремальных универсальных солдат и сосредоточился на его тренировках. Завершив оценку отдела духовного руководства, Ван Дун нашел Хо Юйхао, потому что они оба получили приглашение на аукцион оценки сокровищ. Все основные студенты Академии Шрека приглашены на аукцион, чтобы посмотреть, какие товары будут выставлены на продажу. Ван Дун приметил себе духовную кость 10 тысяч лет. Это кость левой руки Золотого Земляного Дракона. Она имеет чистую кровь клана Светлого Дракона и очень подходит для боевого духа богини Бабочки Ван Дуна. Его очень привлекла эта кость, но цена была страшной. Цена этой духовной кости достигала 9,5 миллионов золотых монет. Для примера, этой суммы хватит, чтобы вооружить армию из 10 тысяч человек до зубов. Но Хо Юйхао и Ван Дун проверили свои кредитные лимиты, и результат их шокировал. Павильон на самом деле подарил Хо Юйхао красную VIP-карту, с помощью которой он может выбирать одно любое сокровище в год бесплатно. В свою очередь Ван Дун получил фиолетовую VIP-карту с кредитным лимитом 100 тысяч золотых монет души. Оказалось, что эти 2 карты им подарил господин Линь, титулованный из Академии Шрека, что было расценено как инвестиция и поддержка для них. Хо Юйхао подумал о том, чтобы купить эту кость левой руки Земляного Дракона для Ван Дуна, потому что в это время только у Ван Дуна в команде не было духовных костей, и Хо Юйхао подарил ему кость левой руки Золотого Света. Когда Хо Юйхао и Ван Дун вышли из павильона и поздно ночью шли по улице, они внезапно столкнулись с нападением убийц. На самом деле они были посланы Дайхуабинем. После того, как Хо Юйхао трижды победил и унизил его, а также из-за проигрыша на экзамене, тот возненавидел его и использовал владение своей семьи, чтобы найти сильных убийц. Все противники были мастерами 50-х и 60-х рангов. Хо Юйхао и Ван Дун были только на уровне 20 и 30. Разница в силе между двумя сторонами была слишком велика. Хо Юйхао и Ван Дун не имели шансов на победу. Первоначально это была хорошо спланированная операция с гарантированным убийством, но к счастью у Хо Юйхао был ледяной шелкопряд и другие помощники. В конце концов он заранее обнаружил засаду, но выстоять против таких врагов он не мог, и Хо Юйхао с Ван Дуном стали убегать и подали сигнал бедствия. Да, нас ждут очень интересные события. Как справится Хо Юйхао? Кто его спасет в этот раз? Не ожидал такого подлого поступка от Дайхуабиня. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока.